Ребят, всем привет! С вами канал Ситуация. Сегодня посетим императорский дворец времен правления династии Чосон в Южной Корее, которая находится в городе Сеул. Вот, смотрите, здесь находятся главные ворота этого здания. Здесь Национальная гвардия стоит перед входом. Такие все красивые, классные. Ну, сейчас, короче, перевоплощусь в императора. И пойдем посмотрим, что там находится внутри. Погнали! А вот и император, собственной персоны. О, смотрите, ребят, какой у меня прикид. Такая императорская шляпка, императорский накид и такие императорские штаны. Ну что, сейчас, короче, идем к главному входу. Билет стоит в этот дворец примерно около $2. Аренда этого костюма стоит, сейчас сколько? Около $12. Ну, это, то есть, в принципе, недорого. Ну все, оцените мой прикид в комментариях. Погнали к главным воротам. Вот, ребят, вот так выглядят главные ворота. Вот в этот дворец императорский, название которого Кёнбокун. Там внизу будет правильное название, может, я неправильно произношу. Вот он такое величественное. Кстати, ребят, ошибочка. Если вы берете в аренду вот это вот одеяние, которое называется ханбок, императорская одежда, то билет бесплатный. Идемте. Ребят, прошли еще немного дальше. Здесь еще одни ворота. То есть, получается, там одни ворота, вторые, еще и третьи. Вот здесь стоят гвардейцы самого императора. Смотрите, какие у них очень красивые костюмы. Раньше гвардейцы одевались очень такие цветастую одежду, вся красная, синяя. Смотрите, все в таком переливании оттенков, все очень красиво. Ну, что сказать, очень сильно и хорошо оберегали императора и защищали его. Берегли его жизнь, чтобы не было смуты в династии Чосон. Так, проходим эти ворота. Ребят, немного истории. Этот дворец Кёнбокун был построен в 1395 году первым императором династии Чосон, королем Тэхо. Этот дворец просуществовал до 1592 года, вплоть до вторжения Японской империи в так называемой Имдинской войне. Дворец был сожжен дотла. В связи с этим королевская резиденция, королевская семья была перенесена во дворец Чхандокун. Но в 1867 году дворец снова возобновили, снова его расширили, построили, и королевская семья снова вернулась править Кореей в этот дворец. Трагедия снова случилась в 1895 году, когда была убита королева Мёнсон. В связи с этим король Коджон уже навсегда покинул этот дворец, и больше сюда уже императорская семья уже не возвращалась. Пойдемте посмотрим, что находится там внутри. Ребят, смотрите, поднимаемся по лестнице вверх, а вот здесь находится тронный зал самого императора. Вот, поднялись наверх, смотрите, вот он, вот так выглядит. Ребят, смотрите, здесь нельзя заходить внутрь, здесь можно посмотреть только вот так вот, с окошка. Вот так это выглядит. Очень жаль, что нельзя заходить внутрь. Так можно было там все посмотреть, пощупать. Вот так вот. Вот здесь находится как бы тронный зал. Здесь, именно здесь проходили всякие серьезные указы императора, короля во время династии Чосон. Здесь проводились всякие делегации, прием послов из других государств. Вот, ребят, вид с другого окна. Вот, смотрите, я смотрел с того окна, а сейчас посмотрим с этого. Ух. Класс, класс, конечно. Все очень узористо, красиво. Ну, я вам, ребят, так скажу, это не оригинальное здание. Здесь все было реконструировано на протяжении там 20 века. Ну, красиво, очень красиво. Все такое деревянное в таком виде. Вон там, смотрите, именно, вон там, сейчас вам поближе покажу немножко. Именно вон там находился трон самого императора. Вон вам, если видно, вот он здесь находится. Класс. Отошли немного дальше от тронного зала, а здесь, смотрите, здесь находится еще одно здание, вот такое вот красивое. Сейчас идемте
Поднимусь по лестнице, посмотрю, что там внутри находится. Так. Ребят, здесь так же самое, нельзя заходить внутрь, что я вам покажу все именно с окошка, что происходит внутри. Ну, в принципе, чем-то, если честно, похоже на тронный зал, ну, чуть поменьше, в масштабах немного поменьше. Там тоже, смотрите, вот там находится такой золотой трон, там рядом какие-то столики маленькие, столы, какие-то большие кувшины. Ребят, смотрите, именно вот здесь, в этом здании, находилась спальня самого императора, так сказать, почивальня. Сейчас давайте посмотрим, что там находится внутри. Вот так, смотрите, выглядит изнутри. Здесь, в принципе, вообще никуда нельзя заходить. Очень жаль, конечно, так что все вам приходится, ребят, снимать и показывать прям все с окошка. Смотрите, вот так вот, смотрите, вон там находилась его так, на полу такой матрас, там он спал. Там какие-то картины. Так, а ну идем дальше. Что у нас здесь? Вот, смотрите, вот здесь письменный стол. Тумбочка маленькая. Светильник для свечки. Так, что там дальше? Вот здесь такая прихожая. А вот здесь, ребят, скорее всего, находился его кабинет, потому что здесь очень много книг, всяких столиков и всяких рукописных изделий. Ладно, идемте дальше посмотрим. Сейчас, может, найдем спальню самой королевы. Вот, ребят, спальня самой королевы, здание. Сейчас идемте глянем. В принципе, как будто одно и то идентично тому, что было до этого. Ну, смотрите, да, все так же самое, в принципе. Здесь находится кровать, здесь матрас, там письменный столик. Ничего такого нового. Здесь прихожая, здесь, скорее всего, слуги. Там убирались за ней. Кланялись, еще что. Так. Ага, а вот здесь, ну, все так же самое, ребят. Все так же самое, такое же здание. Ладно, идемте, посмотрим, что там есть дальше интересного. Так, ребят, продвигаемся дальше. А здесь, смотрите, здесь такое красивое озеро и такой красивый дворец рядом. Название его «Плавающий дворец» по-русски. Сейчас, смотрите. Подходим к нему поближе. Вот здесь такое красивое озеро. И вон дворец. Название его «Плавающий дворец». О, смотрите, там вдалеке находится лодочка. С таким зонтиком наверху. Скорее всего, там королева плавала на нем, когда было жарко. И ее прислужницы махали на нее веером, как в корейских дорамах. Очень красиво. Ребят, смотрите, именно вот так вот происходит смена караула в этом императорском дворце Кёнбокун. Смотрите, вот стражники, защитники императорского дворца идут вот так вот шагают. Смотрите, вот они такие красавцы. Класс, вообще классные ребята. Они еще бьют барабан, шагают под такт, не просто так, конечно. Все, ребят, запечатлели смену караула. Идем дальше. Здесь, смотрите, такие улочки, проулочки. Все фоткаются, все арендуют эти интересные, веселые, красивые костюмы. А, тут еще одно здание. Так, сейчас подойдем поближе, глянем. Так. Смотрите, здесь такой зал. Так. Тоже, ребят, смотрите, вот здесь вот прям написано, нельзя заходить. Do not enter. Так, ладно, будем смотреть все через окошко. Так, тут просто что-то. Непонятно что. Так, здесь столики. Там еще что-то. Так, что у нас здесь? Ага, здесь, я не знаю, здесь, скорее всего, какой-то... Здесь какие-то обряды делали, молились, может, не знаю. Пойдемте посмотрим, что там в других окошках. Так, а здесь у нас... Так, что у нас здесь? Ага, вот там столики, какие-то чашечки. Чашечки, тарелочки. И типа что-то похоже на буржуйку.
Видимо, здесь была столовая. Императорская столовая. Так, ну все, здесь такое ничего. Ладно, идемте дальше, пройдемся по этим проволочкам. Прошли, смотрите, еще одни ворота. Здесь куча ворот. Пока дойдешь до самого конца, штук 8 или 9 ворот, заборов всяких. О, смотрите, здесь такая площадь. Ну, не знаю, здесь, может, танцевали, я не знаю, тут. Развлекали как-то императора, императрицу, короля, королеву. Так, здесь еще одно здание. Вот оно, вот здесь находится. Ну, в принципе, похоже точно на то, которое я показывал до этого. Так, а здесь у нас, смотрите, ребят, просто большая такая площадь. Ага, вон там еще какой-то есть вход. Сейчас идем глянем, посмотрим, что там. Еще одни ворота, то есть преодолеваем еще одни ворота. Предыдущие, наверное, 10 или уже 11. А здесь что? Обратно площадь. И такое же идентичное здание. Они все как будто делались под одну копирку. Все очень похоже. Вон, смотрите, идемте глянем, что внутри находится. Ну, здесь все закрыто. Просто вот так вот все. Так, ладно, окей. Ребят, дошел уже почти до конца этого дворцового поселка. И смотрите, здесь в конце, смотрите, какое красивое здание. Вот оно, смотрите, вот здесь находится. Сейчас пойдем поближе, посмотрим, что там находится внутри. А здесь, ух, смотрите, как красиво. А, какое оно красивое. Вокруг летают птички. И, как всегда, нельзя заходить наверх. Ну почему так? Почему вы меня обламываете? Ладно, насладимся так, снизу. Смотрите, какое великое, смотрите, какое высокое, величественное здание. А, как красиво. Так, ребят, это еще не все. Смотрите, нашел такие деревянные домики. А здесь внутри, ух ты. И, наверное, показывается, как раньше изготовлялась пшеница или рис. Скорее всего, рис. О, смотрите. Так, а ну-ка. Сейчас посмотрим, что там. О, смотрите, такое устройство. Такое интересное. Честно, ребят, не знаю, как это называется. Напишите в комментариях, если знаете. О, пугало. Так, смотрите, ребят, это пугало сделано здесь для того, чтобы, ну, это показывается, как раньше ставились пугало. В принципе, в наших странах СНГ тоже так делалось, чтобы отпугивать птиц от растений. Вот здесь что-то выращивается, типа. Так, ребят, подойдем поближе, посмотрим, что находится внутри этих домиков. Так, вот так со стороны они выглядят. Скорее всего, здесь так жили крестьяне раньше. Так, ну что? Это у нас... Ребят, я не знаю, что это. Какая-то, похоже, штука на рогатку. Так, что у нас здесь? Так, заходим в дом, ребят. Так, что у нас здесь, смотрите. Здесь у нас типа, я не знаю, что. Типа амбар, что-то хранится, походу. Так, идем дальше. Вот здесь у нас, смотрите. Да, это, ребят, это типа показывается, как раньше жили крестьяне в домах. Крестьяне, обычные люди. Ну, смотрите, вот там стол. Там кухня, походу, принимали пищу. Ой, ударился головой. Сильно здесь все низко так. Так, ребят, смотрите, а вот здесь, именно вот здесь находится печь. Да, это печь. Старая, древняя, корейская печь, на которой изготавливались рисовые лепешки. Не знаю, что там они раньше готовили. Как классно. Так, направляемся дальше. Так, здесь находится что? Тыква. Тыквы. Ну, это, но они пластиковые. Так, ага, что у нас здесь внутри, ребят? А обратно головой ударился, так низко. Так, смотрите. Ага, вот так. Вот так раньше жили люди. Ну, это, скорее всего, ребят, такая, знаете, как комнатка. Смотрите, здесь зеркальце. Скорее всего, здесь девушка себе укладывала волосы, украшивала себя для каких-то встреч с мужчиной. Так, ну классно, классное здание такое. Так, ребят, иду, смотрите, вот здесь вот такие вот еще какие-то каменные
каменные статуи. Вот они, смотрите, вот здесь находятся. Не знаю, что значит, потому что вот у нас в городе тоже есть такие же каменные статуи, но они еще датируются, я не знаю, там около 2 или 3 тысяч лет назад их, ну, как бы, их изготовили. Это какое-то, видимо, очень древние памятники кому-то. Окей, ладно, ребят, ну что, идемте сходим еще, посмотрим музей. Да и, в принципе, уже все. Так, ребят, в принципе, уже дошли до конца, все уже показал вам, все посмотрели. Ну, осталось только посетить их музей. Сейчас, вот я захожу сюда, вот он здесь находится. Сейчас, секундочку. 안녕하세요. 여기 안 돼? 네, 안 돼요. 아. 예약하셔야 돼요. Короче, ребят, сюда, не знаю, нашел музей, но здесь почему-то вход запрещен. Не знаю почему. Ну, в принципе, все, ребят, что? Будем идти к выходу? Ну все, ребят, уже подошли к выходу. Ну, на этом мой выпуск будет заканчиваться. Кто будет в Сеуле, в любом случае приезжайте в этот императорский дворец под названием Кёнбокун. Очень такое колоритное место, очень красивое. Можно заказать вот такую вот императорскую одежду, что для мужчин, что для женщин. Ну, очень круто. Еще что сказать, прочувствовать эту императорскую жизнь, императорскую атмосферу, которая происходила 600-500 лет назад. Ребят, кому понравилось, подпишитесь, поставьте лайк. Всего хорошего и всем удачи. Всем пока.